Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас видео с двумя темами. Ну, во-первых, орхидеи в темных горшках, как они у нас наращивают корни, корешочки и калий. Калий для орхидей. Мы продолжаем применять калий для орхидей. Для продолжительного, декоративного, сочного цветения орхидей. Вот такой вот сегодня у нас две темы на канале. Так, ну и что, значит, хочу сказать для начала. Здесь у меня две орхидеи, которые цветут. Это два у нас спаркса. Спаркс, друзья, это легатоподобные. И две орхидеи радуги. Я еще в радугу, в радугу я уже заглянул, корни, сейчас посмотрим корни, как себя чувствуют. И потом сделаем подкормочку всех 5 орхидей, которые я камеру переключу, и мы посмотрим. Все крупненько, прям хорошенечко засвидетельствуем. Но для начала, для тех, кто на шкентеле, как говорят в армии, в морфлоте, кто только подписался и не понимает, о чем речь. Значит, несколько лет назад я заметил следующую особенность, что фаленопсисы, стоя где-то на подоконнике, либо где-то на полочках, почему-то тянут корни не к свету, а наоборот в темноту. И в прошлом году провел такой небольшой экспериментик. Ну, я, в принципе, до этого еще не раз все это делал, но именно на канале мы с вами проделали такой экспериментик. Вот на этой орхидеечке стояла она на подоконнике, и я ее погрузил целиком полностью вот в темное кашпо, в темный горшок. Тем более, что было очень много вопросов, комментариев, почему я не сажаю, может быть, поэкспериментировать, посажать. Но на словах я как бы рассказывал, что орхидею и сажал, и нормально растут орхидеи. Но вот так, чтобы на видео, это мы сделали в прошлом году. И результат у нас не заставил долго ждать. Вот такая вот орхидеечка вымахала, разбубенила вот такие вот корни. Кстати, эту орхидею, друзья, вот сразу пока не забыл, сегодня у нас что у нас 16 марта, 25 у нас мартовский розыгрыш орхидей, в апреле у нас будет очередной розыгрыш. И вот эту орхидею, это орхидея Fuller Sunset, такая солнечная, желтенькая, радостная орхидея с малиновыми губками. Если человек хотя бы 100 в комментариях напишет, что не против, чтобы я разыграл эту орхидею среди комментариев на нашем канале в апреле, именно в апреле месяце, в апрельском розыгрыше, то, конечно же, я ее разыграю. Тем более, смотрите, она начала доращивать, почку распаковала на цветоносе и начинает цветоносик доращивать из почки. Заодно, я думаю, к апрелю увидим, как она цветет. Вот такая вот здоровая, слонообразная орхидейка. Мы сегодня будем кормить ее, продолжим кормить ее калием. Сегодня и поливать заодно. Сегодня у нас калиевый день в том числе. Будем калием кормить орхидеи, потому что прошлый полив 2 числа у меня был, сегодня 16. Вот 2 недели назад орхидеи корни уже хотят пить. Вот такие вот серебристые. Вот. Это у нас Fuller Sunset, желтая орхидея. И еще, значит, по примеру вот этой орхидеи, еще 4 орхидеи мы с вами в прошлом году, по-моему, в сентябре месяце поместили. Получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Полгода назад поместили еще 4 орхидеи в темные кашпо. И спустя там пару недель начали кормить эти орхидеи калием. Вот этим вот удобрением. Сегодня мы продолжим. 2 грамма вот этого удобрения на литр воды и замачиваем. Что еще объединяет эти орхидеи, помимо того, что мы их все 4, точнее все 5 орхидей кормим калием, еще объединяет их то, что они в темных кашпо, и
третье, то, что у всех этих орхидей одинаковый грунт. Кора, смешанная с кокосовыми чипсами. Так, ну что, давайте сперва сделаем обзорчик корневой системы. Я прям хочу вместе с вами засвидетельствовать, что там у нас внутри, и потом мы их подкормим. Я прям переключу камеру, и мы подкормим эти орхидеечки. Я сейчас взял, еще не смотрел, что тут у нас внутри, но сверху я уже вижу, что у нас здесь, смотрите, корни растут с палец толщиной. В центре у нас листик. Плюс продолжает цвести. Орхидеи уже цветут несколько месяцев у нас эти спарксы. Кстати, один из этих спарксов по окончанию нашего эксперимента темных горшков и подкормки калием тоже разыграем в одном из ежемесячных розыгрышей. Так, ну что, смотрим, что у нас тут. С этой стороны у нас тишина. Здесь у нас корешки. Значит, в первом видео, когда мы пересаживали эти орхидеи, у нас здесь вообще нигде не просматривались корни. То есть корней не было вообще нигде видно, когда мы пересадили. Сейчас у нас корни здесь, наверху. Ну, не сказать, что прям вау, но орхидеи цветут. То есть доращивается, был дорощен старый цветонос, распакована верхняя почка. Вырос новый цветонос. Это вообще их первое домашнее цветение. Покупал я их цветущими в прошлом году, кто помнит. Но как цветущими? Относительно цветущими, то есть они когда-то у продавца были цветущие, но пришли к нам они на канал в таком квелом состоянии, почти отцветшем, то есть в непотребном таком состоянии. Но это и вполне естественно, потому что долгий путь из европейской оранжереи, череда российских перекупщиков, не одна неделя в пути, и в итоге орхидея такая вся получается. Так, это один был у нас Sparks. Сейчас второй, тоже у нас старый цветонос. На одном старом цветоносе у нас распакована почечка, на втором цветоносе старом распакована почечка, и новый цветонос у нас лезет. Наверху тоже у нас видны корни, листик. Друзья, ничего не убираю, то все свидетельствую на видео, поэтому не жалейте лайки. Вот. Так, в центре, ну в центре я не вижу, тут не вижу листочка пока что. А теперь посмотрим, что у нас тут с корнями. Так, ну с корнями здесь у этого экземпляра все повеселее. То есть вот это корни она нарастила. Все, что мы видим визуально. Потому что когда пересаживали, вот этого ничего не было. Этого не было видно. Ну, друзья, за полгода, в принципе, неплохой результат. Вот. Кстати, здесь повлажнее грунт такой, знаете. Вот что значит горшок побольше. Горшок побольше. И удерживает влаги подольше. Вот. Чего не сказать, сейчас вот будем на размер меньше горшки доставать. Вы сами увидите. И даже, кстати, вон здесь, видите, еще влажно. Но мы все равно подкормим. Потому что следующий полив у меня будет аж через 10 дней. Я буду поливать через 10 дней, потому что сейчас у нас тепло, жара пришла, и орхидеи быстро уже просыхают. Уже летний сезон начинается, и орхидеи приходится не раз в 2 недели, а уже раз в 10 дней. Так, ну что, посмотрим радугу, друзья. Орхидеечка радуга. Что у нас тут? Ну давайте вот с этого, раз он ближе ко мне. Значит, состояние у этих орхидей, у радуги вообще было. Я даже что-то, знаете, когда получил, они даже и не цветущие были. Они были вот по 2 цветоноса, но там их и особо-то и не было. То есть понять, радуга это или не радуга, так, знаете, такое еще себе было занятие. Ну что, смотрим, что у нас тут. Так, ну что, очень даже неплохой результат. Смотрим. Орхидеи, конечно, не выпустили цветоносы, но вот это вот новый лист вот у этой орхидеи. Вот это вот за полгода вырос новый лист. Такой необычный, с длинной шеей. И из точки роста еще там
появляется листик. То есть это новый лист, плюс куча корней. И неплохо дает результат, да, плюс вот воздушные корни. Кстати, воздушные корни это не показатель того, что орхидея испытывает жажду. Потому что функция корней у фаленопсисов это не только питание влагой и получение питательных веществ, это еще и генетически с природы удержание на ветвях, на поверхности. Это щупальцы. Да. Вот. Так, это первая. И вторая. Радуга у нас. Что у нас тут из точки роста? Ну, вот этот лист, он дорос. У нее был новенький листик за эти полгода. Пересаживали мы их с разницей там буквально... Так, сейчас я... Оп. Так, ну вот вторая у нас радуга. Здесь немножечко поскромнее результаты. Но тоже, друзья, этих корней не было, когда мы их пересаживали. Вот, 5-6 месяцев назад вот этих корней их не было. Здесь все было пусто. Вот. Точнее, ну не пусто, а в грунте было все. Ничего не было видно. Сейчас результат, ну вы сами видите. Вот, в принципе, уже можно делать какие-то выводы. Но сегодня мы продолжим кормить эти орхидеи. Заодно подкормим и цветущие. Посмотрим, что с ними произойдет. Быстро ли они сбросят свои цветочки. Так, ну, наверное, я не буду переключать камеру. Наверное, так оставлю, потому что уже мы и так посмотрели. Я сейчас приготовлю раствор и разолью его по горшкам. Вода у меня вот такая вот отстойная, ну как не отстойная, то есть вода у меня отфильтрованная, да, отфильтрованная вода без примесей солей, чистая вот для таких экспериментов. Некоторые мне как бы предъявляют, мол, мы не такие богатые, чтобы, пишут мне иногда в комментариях, мы не такие богатые, чтобы иметь фильтры с обратным осмосом. А я, между прочим, не всегда поливаю фильтры с обратным осмосом, потому что это такое себе дорогое удовольствие 12 ведер нацедить через обратный осмос. Это, во-первых, долго, во-вторых, это фильтр обратный осмос не 3 копейки стоит. Поэтому, конечно, друзья, вот честно признаюсь, поливаю из-под крана. Всю большую коллекцию поливаю из-под крана. С обратного осмоса только когда я делаю какие-то стимуляции, какие-то обработки лечебные, какие-то подкорки делаю, тогда, ну, специальные. Для видео вот снимаю какие-то экспериментальные видео для частоты эксперимента применения тех или иных средств. А основную всю часть своей коллекции я поливаю просто из-под крана. Открываю воду, вода у меня отстаивается, потому что она, ну, как сказать, я даже, ну, теплую регулирую, только вода у меня немножко отстаивается, выходит оттуда. Сейчас очень у нас стала хлорированная вода. А раньше сразу воду применял, потому что она не хлорировалась у нас, а каким-то там инфракрасным облучением проходила. А последние вот эти вот после в Волгограде у нас, когда в прошлом году была техногенная авария, когда канализацию в центре города пробила, и река текла с 3 районов, там вообще ужас. И попадала в Волгу, это стекало, стали воду, забор воды делать и обрабатывать хлоркой. Вода прям очень сильно хлоркой воняет, поэтому, конечно, немножко отстаиваю воду. Вот. А вот для таких вот видео, для канала я, для чистоты эксперимента, конечно же, воду очищаю через обратный осмос. Вот. Так, ну что, беру калий и 2 грамма, мешаю 2 грамма. Кстати, прошлый полив я не кормил, кормим мы через полив. Прошлый полив у меня был профилактический с дегтярным мылом. Дегтярное мыло добавлял просто в воду для профилактики. Сейчас весна и просыпается много всяких летающих насекомых. Вот 2 грамма. Я уже рассказывал, что 2 миллилитра деления мерного стаканчика соответствует по весу вот этого удобрения на 2 грамма. Вот 2 грамма на литр воды сюда.
в один и во второй. У меня здесь 2. И сюда. Сейчас размешаю. И мы с вами замочим. Замачиваю я на минут 30. Наливаю на половину высоты горшка. Так, все. В сторонку убираем. Так, вот, чтобы поверху пролить. Сейчас я вам покажу. Вот. Да уже у нас есть, кстати, плейлист, который так и называется «Орхидеи в темных горшках». Это один плейлист, где мы пересаживаем вот эти вот орхидеи. И второй это калий для орхидей, где мы начинаем кормить эти орхидеи вот этим вот удобрением. Вот. Все подробно, значит, видео, как мы это делаем. Я подробно все рассказываю, почему мы калием начали кормить. Зайдите в первом самом видео, все ответы найдете, потому что я не могу в каждом видео одно и то же повторять всю предысторию. Это, друзья, очень много времени уйдет. Так, ну вот так вот. Ага, налил. Сейчас... Он сразу, ой, какие прям, ой. Так, это 1. Поверху проливаю, чтобы как бы и верхние корешки промочились. Поверхность тоже. Вот так вот. Так, это 2. И наш красавчик. Так, ну, комментарий написали. Будем его разыгрывать в апреле. Так. Вот этого слоника. Ух, какой. Ой, сразу смотрите, как корни стали зеленеть. Ой. Как я его обожаю. Солнечный такой красавчик. Ой, начал пить начал. Смотрите. Прям. О, как хорошо ему. Они ж точно так же кайфуют, как и мы, когда, знаете, во рту пересохнет, хочется пить, и прям, ой, прохладненькая водичка. Так, и этих 2 слоников тоже мы сейчас вот так вот. 1. Ага. И 2. Так, а здесь у нас, знаете что, желтеет лист. Вот сейчас только внимание обратил. Здесь у нас лезет либо цветонос, видите, вот он. Либо детка, либо цветонос. Остренький такой. Но я так думаю, что это цветонос. Хотя может быть и детка. То есть у орхидеи 2 лезет цветонос вот отсюда вот. 1 у нас уже вот он растет. И еще 1. Быть может, это вот следствие полива калием. А вот радуги пока у нас только наращивают. Вот, смотрите, сколько здесь корней. Так что здесь и корни растут, и цветоносы. Не знаю, мне кажется, что лист не буду удалять, пускай из него высасывает соки. Мне кажется, все очевидно. Так, все, друзья, вот такое сегодня видео промежуточное с таким, с небольшим промежуточным итогом про орхидеи в темных горшках и про орхидеи, которые кормим калием. Вот. Ой, какая прелесть. Прям вот аж
Ой, и тут снизу тоже корни. Прям, так, прям не по-детски орхидею колбасит, да? Все, друзья, пишите в комментариях. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.